Тишина, в которой слышно сердце, добро пожаловать в историю, где каждое чувство оставляет шрам. Асия. Она лежит неподвижно, почти растворяясь в белизне больничной палаты. Ладонь медленно ложится на живот, туда, где теперь живет не только ее страх, но и чья-то новая судьба. Ее сердце уже не принадлежит только ей. Оно делит каждый удар с тем, кто еще даже не сделал первый вдох. Тихий писк аппаратов режет тишину. В этой комнате даже воздух будто боится двигаться. Это больше не обычный осмотр. Это точка, после которой уже нельзя вернуться назад. Парс стоит рядом. Его руки выдают его раньше, чем слова, едва заметная дрожь. Он смотрит на цифры, на строки, на медицинские данные, но на самом деле он смотрит вглубь себя. Туда, где Асия. На его лице появляется тень улыбки. Осторожная. Неуверенная. Потому что для него счастье — это не подарок. Это риск, за который всегда приходится платить. И на одно короткое мгновение прошлое отступает. Как будто его никогда не было. И на его месте появляется что-то новое. Надежда. Но в этой истории надежда — слишком хрупкая вещь. «Асия, ты меня слышишь?» Его голос звучит тихо, но в нем больше тревоги, чем в любом крике. Она молчит. И это молчание громче любых слов. Кто она? Та женщина, что была здесь вчера. Та, которая смотрит на тебя так, будто знает больше, чем должна. Вопросы больше нельзя удержать. Они выходят наружу. Почему она тебя знает? Что ты от меня скрываешь? Парс не отвечает. И именно это становится ответом. Скажи честно, я ведь не та, за кого себя принимаю, да? И в этот момент рушится не просто разговор. Рушится все. То, что они называли браком. То, что они пытались назвать любовью. Потому что иногда отношения строятся не на чувствах, а на долге. На прошлом. На чужой войне. И тогда любовь превращается в цену. Цена, которую приходится платить сердцем. Парс готов заговорить. Он почти решается. Но есть правда, которая опаздывает. А опоздавшая правда — это уже не спасение. Это удар. И пока в одной комнате кто-то цепляется за жизнь, в другой принимается решение. Я нашел, где она живет. Голос холодный. Уверенный. Нам нужно с ней поговорить. Это шаг к защите. Или к разрушению. Потому что некоторые двери, если их открыть, уже никогда не закроются. И очень скоро все столкнется. Тайны, которые Асия носит в себе. Правда, которую скрывает Парс. И чувство, которое больше невозможно притворяться. И вот главный вопрос. Если вся правда выйдет наружу, что останется? Любовь. Или только пепел? В Аскьерас чувства никогда не бывают простыми. А правда всегда имеет цену. Скажи. Ты бы хотел узнать истину, если бы знал, что она разрушит все, во что ты веришь. А теперь ответь себе честно. Ты готов почувствовать это до конца? До встречи там, где правда всегда выходит на свет.